Здравствуйте, дорогие мастера! В этом ролике покажу, как я делала незаметное соединение столбиками с накидом. Способ непростой. Стоит ли результат усилий, думаю, зависит от изделия и места расположения соединительного шва. Вот для сравнения классический способ с использованием воздушных петель для подъема. Покажу еще, как в начале и в конце вязания сделать невидимое соединение крайних петель. Итак, начинаем с косички. Крючок прокручиваем против часовой стрелки, протягиваем рабочую нить. Получившуюся петлю не затягиваем в узел. Она нужна будет для соединения. Вяжем цепочку из воздушных петель. Делаем из нее кольцо. Рабочую петлю снимаем. Заводим крючок в первую петлю. Так, чтобы конец нити тоже оказался на крючке. Теперь захватываем рабочую петлю и протягиваем через первую. Дальше заводим крючок с обратной стороны между нитями соединительной петли. Цепляем рабочую петлю и протягиваем ее на изнаночную сторону. Переставляем крючок, чтобы петля не перекручивалась. Получилась дополнительная петля цепочки. Теперь снова в нее заводим крючок, но уже с лицевой стороны. Захватываем рабочую нить и протягиваем на лицевую сторону. Провязываем 2 петли вместе. Это будет нижняя часть первого столбика с накидом. Закончим его в конце ряда. Сейчас вяжем только воздушную петлю. Получилась ножка столбика с накидом, но без петли сверху. Вяжем второй столбик с накидом. Можно захватить при этом кончик нити. Вот уже место соединения косички не видно. Провязываем весь ряд столбиками с накидом. Теперь смотрим. Вот наш первый столбик с накидом. Это только ножка столбика. Ему не хватает такой же петли. Ее мы сделаем из рабочей петли. Вытягиваем ее по длине примерно на высоту одного столбика с небольшим запасом. Заводим крючок с изнаночной стороны в петлю второго столбика с накидом. Захватываем рабочую петлю и протягиваем ее через петлю столбиком. Теперь заводим крючок между столбиками под соединительную петлю. Захватываем рабочую и протягиваем обратно на лицевую сторону. Переставляем крючок, чтобы петля не перекручивалась. Готово. Не хватает только третьей нити петли, как здесь. В соединительном столбике ее нет. Мы можем из рабочей нити ее сделать. Для этого ее нужно будет продеть через перемычку воздушной петли, которую мы вязали для соединительного столбика в самом начале. Вот сюда. В таком положении это будет затруднительно. Поэтому вернем пока соединительную петлю в исходное положение. Сделаем ее позже. Заводим крючок в эту воздушную петлю с лицевой стороны. И вот на крючке та самая нужная нам перемычка. Захватываем рабочую нить и протягиваем через эту петлю так, чтобы столбики плотно примкнули друг к другу. И теперь делаем петлю для столбика. Не снимая рабочую петлю с крючка, заводим крючок в петлю второго столбика, протягиваем соединительную петлю на изнаночную сторону. И теперь снова, не снимая рабочую петлю, заводим крючок под 2 нити соединительной петли и протягиваем ее на лицевую сторону. Но оборотку крючка поворачиваем не вниз, как кажется удобнее, а вверх. В таком случае петля не перекручивается и крючок переставлять не нужно. Остается только провязать 2 петли на крючке вместе. Вяжем воздушную петлю. Соединительный столбик похож на обычный, и третья нить петли есть. Вяжем весь ряд столбиками с накидом. Еще раз. Вытягиваем рабочую петлю, заводим крючок в ту воздушную петлю, которой мы завершаем первые соединительные столбики с накидом. Протягиваем через нее рабочую нить, заводим крючок в петлю второго столбика, цепляем вытянутую петлю, протягиваем ее на изнаночную сторону. Не снимая рабочую петлю с крючка, заводим крючок под 2 нити соединительной петли, протягиваем на лицевую сторону. Петли не должны быть слишком свободны.
Перед провязыванием рабочую нить можно тоже немного подтянуть, чтобы не было слишком свободных нитей в столбике с изнаночной стороны. Провязываем. Воздушная петля, расправляем. С изнаночной стороны они тоже очень похожи на настоящие. Провязываем ряд столбиками с накидом. Теперь покажу соединение в конце вязания. Рабочую петлю вытягиваем и точно так же протягиваем через петлю второго столбика на изнаночную сторону. Это передняя полупетля. Теперь делаем заднюю, протягивая нить в обратном направлении. Остается только добавить третью нить между столбиками. Для этого конец нити протягиваем в перемычку все той же воздушной петли соединительного столбика с накидом. Протянули. И прячем ниточку вдоль столбика, или как больше нравится. Вот соединительные столбики с изнаночной стороны. А вот они с лицевой стороны. И красивые края с незаметным соединением. Если остались вопросы, отвечу в комментариях. На этом прощаюсь. Всем успехов!